Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Джавахир приходит к барану и желает ему скорейшего выздоровления. Когда баран дает короткие и ясные ответы на слова Джавахира, Джавахир выходит и говорит: «Думаю, сейчас неподходящее время». Когда Джавахир уходит, баран говорит Гану Кудрету, что он пришел сюда изо всех сил. Господин Кудрет говорит: «Я предупрежу охрану, не волнуйся, сынок». Пока Джавахир выходит из особняка, ему звонит Хасан и говорит, что племянник Джавахира все выучил, а ты спишь стоя. Когда Хасан удивляется и говорит: «Меня это не волнует, приведи меня в порядок», а Джавахир говорит: «С этого момента береги себя», Хасан угрожает, что если я обожгусь, я сожгу и тебя. Тогда Джавахир говорит: «Держи глаза открытыми и сообщай мне обо всем, что происходит в особняке, иначе даже я не смогу защитить тебя», и уходит. Когда Дилан приходит в особняк, она рассказывает, что пережила плохие вещи, но избавилась от всех неприятностей с помощью вязания. Она говорит: «На этот раз я открыла для тебя сундук, где она хранит свои вязаные нитки, детка». Пока Дилан разговаривает со своим ребенком, приходит сердитый Берон и спрашивает: «Что ты здесь делаешь?» Дилан говорит, что я пришла купить пряжу, чтобы связать одеяло для ребенка. Берон пытается успокоиться и мысленно говорит: «Я скажу тебе, что то, что ты пережил, не было случайностью, и я тебя побеспокою». Дилан понимает, что Берон что-то скрывает, и когда она спрашивает: «Что ты от меня скрываешь?», Берон отвечает, что тебе нечего знать. Дилан говорит, что я все равно научусь, а теперь пойдем, я хочу как можно скорее связать пледик для ребенка. Ясмин и Харун оба сидят в другом конце ресторана, и пока Ясмин думает, что я надеюсь, что не обидел Харуна, Харун злится на себя, говоря, почему в него можно влюбиться. Дилан не может решить, пряжей какого цвета она хочет связать своего малыша, и просит барана о помощи. Как только он решается на веревку, он хватает барана за руку и заставляет его выйти. Потом он говорит: «Заходи быстрее», и когда быстро входит баран, он спрашивает: «Ты играешь со мной в игры?» Дилан говорит, что если вязание начнется рядом с кем-то лежащим боком, то оно не закончится, а если это произойдет рядом с тем, кто быстро закончится точка, тогда он сразу садится вязать. Берон говорит, что у него тоже есть работа и идет на учебу. Когда он вошел в комнату, Джихан и Ферат были в ярости, говоря, как они посмели залезть прямо к нам под нос и уничтожить машину. Когда Херкин выходит из комнаты, баран смотрит на пешку в своей руке и говорит: «Кем бы ты ни был, ты больше не сможешь прятаться». Пока Ясмин и Харун занимались делами, Ясмин уронила тарелку и разбила ее, а Харун в панике побежал к ней. Когда он видит, что с тобой все в порядке, он говорит: «Я соберу это и оставлю», а когда уходит, говорит, что мы соберем все разбитые сердца и выбросим их. Баран собирает всех в зале, и когда Дилан говорит, что произошедшее не было несчастным случаем и что кто-то сломал тормоза и отключил подушки безопасности, госпожа Азади спрашивает, кто посмеет такое сделать. Потом приходит Дилан и спрашивает, что происходит, почему все здесь собрались, а вы говорите, что Дилан об этом не услышит, малыш пережил очень тяжелые испытания, и вы ничего ему не расскажете ради здоровья Дилана. Азади говорит: «Мисс Азади, мы говорили о вас, вам нужно отдохнуть, почему вы встали?» Когда Берон говорит, что моя бабушка права, почему ты встал, Дилан говорит, что мне немного скучно. Берон говорит: «Давай пойдем в бассейн». «Господин Кудрет, я сделаю кое-что по этому поводу, вы слышали, что сказал баран, будьте осторожны и покиньте особняк». Когда Дилан идет в бассейн с бараном, все спрашивают, что происходит с Диланом, говоря, что это странно и ты что-то от меня скрываешь. Берон говорит, что вы через многое прошли, мои самые драгоценные, вы и мой ребенок, просто будьте хорошими, мне этого достаточно. Пока Дилан говорит: «Тебе не обязательно нести это бремя в одиночку, поверь мне», приходит госпожа Сабиха. Пока Дилан входит с Гэжой Сабихой, баран остается снаружи. Пока господин Кудрет просит Исмета помочь найти лодочника на записях камеры, Хасан слушает его на расстоянии.
Хасан немедленно передает эту новость Джавахиру. Джавахир очень радуется, когда поэт приводит от Сабихи образы клеветы на барана. Он смеется и говорит, что теперь, когда Сабиха вышла из-под наших рук, мы можем начать работать. Гюль и Ферат думают о том, кто это сделал и почему. Когда Гюль покидает Ферат, она говорит: «Береги себя, ладно, я так боюсь, что с тобой что-нибудь случится». Ферат говорит: «Не бойся, Гюль, ничего не произойдет. Бог защищает тех, кто любит. Ты». Затем он целует ей руку и уходит. Когда Дилан показывает Гэже Сабихе колыбель своего ребенка, госпожа Сабиха очень взволнована и рассказывает о приготовлениях, которые она сделала для Дилана. Ферат противостоит охранникам, красиво их ругает и дает указание, чтобы в этот особняк не входил ни один посторонний. Пока Ясмин чистит ложки, она напевает песню, а Харун с любовью наблюдает за ней. Затем внезапно Ясмин поворачивается и смотрит на Харуна, а Харун отводит взгляд. В этот момент приходит Джевдет и приглашает Харуна на ужин, но Харун не хочет идти. Харун собирает советы и передает их Джевдету. Отдав его Ясмин, Джевдет идет к Харуну и говорит, что будет ждать вас вечером. Ясмин говорит: «Я думаю, ты передал это Харуну, спасибо. Но Харун проходит мимо него, не отвечая. Берен приходит к Дилану, пока он вяжет, и когда Дилан спрашивает: «Почему ты так выглядишь?», Баран говорит: «Я думала о своей матери, она все время вязала, когда была беременна Джиханом, ты выглядишь так же, как она». Мы с Диланом сегодня говорили о моем детстве с моей матерью. Когда она спрашивает, каким ребенком ты был, Баран говорит ей, что я был спокойным ребенком и буду драться только за Джихана. Затем, когда Дилан рассказывает о своей любви к мужу и говорит, что очень его любит, Берен отвечает ему взаимностью. Харун и Ясмин спорят друг с другом из-за того, что Цеврей не хочет знать пол ребенка. Гюль и Ферат начинают сближаться, но Гюль ведет себя так, как будто ей стыдно за Ферата, и убегает. Когда Гюль собирается выйти из комнаты под предлогом того, что принесет воды, Ферат останавливает ее, берет стакан из ее рук и начинает ласкать ее руки и волосы. Джевдет и Цеврии не могут договориться о том, когда они узнают пол ребенка. Харун приходит на кухню, чтобы помочь Ясмин, и отсылает ее с кухни, говоря: «Иди и отдохни, я позабочусь об этом». Госпожа Сабиха и Хейвен приятно беседуют, попивая чай у камина. Госпожа Сабиха говорит, что она очень счастлива и очень рада, что Хейвен всегда с ней. В Хавине говорят, что благодарны госпоже Сабихе и желают друг другу удачи. Дилан и Берен лежат в постели, а Дилан все еще пытается вязать. Берен говорит, что твоим глазам станет хуже, давай поспим, и они лягут вместе, обнявшись. Когда Дилан просыпается и не может найти Берана в постели, он задается вопросом, куда он пошел раньше. Потом он приходит на кухню и видит там Барана и спрашивает, что ты здесь делаешь. Беран говорит, что я обещал тебе завтрак, и не позволяет ему помочь. Гюль и Ферат берут с собой леди Кадер и идут завтракать. Сколько бы Беран не предупреждал его, пока готовил завтрак, у Дилана нет ни рук, ни рта, чтобы перестать набивать желудок. Баран готовит роскошный ужин. Когда все готово, Дилан говорит, что мне очень понравилось, но я перекусил. Баран говорит: «Я же тебе говорил, почему я не могу на тебя злиться?» Когда Дилан говорит: «Я такой милый», Беран говорит: «Вот почему я такой милый», и обнимает ее. Джевдет и Цеврии решают узнать пол своего ребенка и приходят в ресторан. Пока они радуются, Ясмин протягивает руку, говоря: «Дай 5, Харун», и когда Харун идет на кухню, чтобы налить чай, не отвечая, Ясмин расстраивается. Пока Дилан и Баран сидят, приходит господин Кудрет и звонит Барану, чтобы поговорить с ним. Пока Дилан думал, в этом что-то есть, но почему раздается звонок в дверь, и это Сабиха Ханем. Когда Баран вызывает Гэжу Сабиху в свой кабинет, чтобы узнать, сможем ли мы поговорить, господин Кудрет идет и говорит, что Дилан Баран что-то скрывает от меня, я в этом не сомневаюсь.
Когда госпожа Сабиха спрашивает, что случилось, Баран указывает на пешку и говорит: «Откройте уши, слушайте меня внимательно, Дилан не попал в аварию, они повредили ваши тормоза и защитное оборудование. Этот человек снова внизу, это мужчина, ваш партнер, госпожа Сабиха, и вы его очень хорошо знаете. Точка». Дилан слышит все, что он говорит, через дверь. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.